Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на канале по вязанию. Зовут меня Лара. И в этом видео я расскажу вам, что же мне удалось связать в рамках совместного проекта «Женские прихоти» в июне месяце. Автор и организатор Валентина Романчук и ее канал «Вязание длиною в жизнь». Всех участников вы найдете у меня в описании к данному видео, а также спонсоров этого совместного проекта. Ну а я вам расскажу, что же у меня получилось повязать. Готовых работ немного, но продвижение довольно-таки существенное. Давайте начнем с готовой работы. В прошлом видео я вам показывала, что я связала два носочка, но они были разного цвета. Вот, я вам показывала, и пол носочка бежевого. В общем-то, я довязала бежевый носочек. Вот у меня уже готовая пара. Этот узор, мастер-класс, у меня уже есть на канале. Посмотрите, как симпатично это выглядит. И я снимаю мастер-класс полностью по вязанию этих носочков с таким узором. Видите, укрепленная пятка. Этот узор называется глаз куропатки. Так он выглядит. И на зеленом носочке я снимаю мастер-класс. И поэтому немножко продвижения у меня небольшие. Вот. Я довязала весь паголенок. Сейчас смотрю, все-таки какая разная пряжа. Вроде бы это Ализе, но вот это вот Comfort Socks у меня, и она прям такая шерстистая, такая плотненькая. А это Artisan. Тут уже как-то она мягче, легче и как-то вроде бы связано одинаково на одном количестве петель, но впечатление все-таки разное. Так что вот такие у меня продвижения по этим носочкам. Вот. И хоть и жарко, но любовь к носочкам, к вязанию — это особая страсть. Кто любит вязать носочки, меня поймут. Даже летом в жару их хочется вязать. Так, следующее продвижение — это у меня вот такая красота. Это просто такой восторг. Очень красиво. В прошлом видео я вам показывала, что у меня была связана спинка до горловины. Вот, хочу показать вам, что спинку, вот я горловину завершила. Так, как она у меня вот так. Вот небольшой у меня здесь вывязан скос плеча. И вот такая вот горловина по спинке. Так, я довязала перед до момента вывязывания горловины. Осталось буквально там пару раппортов связать. Но узор, конечно, бесподобный. Он настолько простой, но он так красиво выглядит, так нежно, так нарядно. И вот такое вот у меня продвижение. То есть перед тоже уже почти готов. Уже скоро я вам покажу готовое изделие. Так, эта пряжа у меня итальянская бобинная стоковая пряжа. Покупала я ее очень-очень давно, лет 10 назад. И это 50% хлопок, 50% лен. Принцип этого изделия, ну, это как бы прямоугольник, да, с немножко скос плеча. И будет сшито здесь под рукав, обвязка. Ну, когда я свяжу, я уже более подробно вам все расскажу, как, что
Вот такая красота. Так, приятно, конечно, вязать это изделие, когда красиво все получается, очень радует глаз. Так, и следующее. Это начало нового проекта, и это, надо сказать, настоящая женская прихоть. Ой, так, слушайте, в 30-градусную жару мне захотелось повязать из шерсти. Вот, очень прям захотелось, так потянуло, прям невозможно было устоять. Это пряжа вот такая вот Ализе кашмира. Не знаю, как правильно прочитать. Это 300 метров на 100 грамм. Сейчас, мне кажется, уже такую пряжу не продают. В общем, это еще было куплено, я посмотрела в 2012 году. В общем, захотелось мне, и вот такая вот прямо настоящая женская прихоть со мной случилась. И начала я вязать зимний себе свитер. Вот с такой вот горловиной. Здесь горловина 20 сантиметров. Причем это уже у меня перевяз. Потому что я сначала начала вязать. 2 дня потратила, связала целый моток и вывязала горловину и часть, ну, по реглану. И примерила, и вот насколько все-таки круговое вязание стягивает полотно. Пока вязала эту горловину, несколько раз примеряла. Но все-таки, когда уже перешла на регланные линии, примерила, прямо невозможно было мне, сдавливало горло, неприятно. В общем, я все распустила, добавила еще 16 петель. Здесь вот у меня в работе 144 петли. Это спицы 3,5 здесь, и перешла я на 4. Причем я образец тоже вязала на спицах 4, но вот по круговому вязанию все-таки вот оно более такое получается жестковатое, чем на образце. Я не знаю, может после стирки станет лучше. Так, это я вяжу по мастер-классу Лана стильное вязание. Есть у нее там такой свитер. Ну, немножко тут я вношу свои коррективы. И, скажем так, не очень я довольна тем, что у меня получается. Я уже больше половины отвязала регланную линию. Вот так вот плавно переходит из горловины. Резинка 2 на 2 переходит в регланные линии. Вот, немножко тут вот как-то мне не очень нравится, как делаются добавки. Ну, ладно уже. Не буду переделывать. Буду носить так, как получится. Вот такая вот красота. И это у меня уже провязано 1,5 мотка. То есть расход пряжи довольно-таки впечатляет, потому что все-таки очень большая горловина здесь связана и почти уже весь реглан. Вот, и всего лишь это 1,5 мотка. Ну, всего у меня 5 мотков. Надеюсь, что на свитер мне хватит. Вот такие мои новости. Да, вот такое может случиться. Так, набирала здесь я своим любимым способом немецкий витой набор на горловину. Видите, как он смотрится. Такой эластичный, не стягивает при одевании, очень комфортно. В общем, симпатично тут. Что мне тут нравится, так это горловина. Из всего, что получается, больше всего нравится горловина. Как держится резинка, как все тут. Ну, надеюсь, что в целом потом будет впечатление хорошее от этого свитера. Так что такие мои новости, такие мои продвижения. Ну, к сожалению, немного готовых работ, но тем не менее продвижение есть, я довольна. Буду дальше вязать. Проходите к девчонкам, смотрите. Все участницы проекта очень интересные изделия вяжут.
интересные модели, задумки, готовые работы. Недавно Валентина Романчук выпустила все свои готовые работы в этом совместном проекте «Женские прихоти» в одном видео за полгода. Там вообще, конечно, безумно красивая коллекция варежек. Проходите, смотрите, вдохновляйтесь. Ну а мы будем продолжать вязать дальше, будем стараться и рассказывать о своих новостях. Спасибо вам за внимание, спасибо за поддержку канала, за поддержку нашего совместного проекта. Всего вам доброго. Пока-пока.